Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Глаза ведь никогда не лгут. Они покажут и расскажут, что у человека на душе, правдивее и ярче всяких слов. Девятое место. Все участники кинулись ловить Джина, но у Чангука совсем другая цель – крепко обнять своего Тэхёна. Восьмое место. Совпадение или нет? Ладно, но Тэхён буквально почувствовал, что Чангук смотрит на него, и он тоже посмотрел на Чангука. И он однажды сказал: «Мы делимся телепатией». Смеюсь, потому что это так очевидно. Я обожаю диспатч. Это разница при подаче контента с участниками. Этот и сводит с ума. Помните, как Чангук и Тэхён вылетели с маленькой разницей во времени, и Тэхён повторил движение Чангука. Седьмое место. Когда совсем забыл про камеры и так не вовремя о них вспомнил. Шестое место. Поведение пары. Так нежно гладит пальчиками. Момент, когда мы узнали, что Чангук и Тэхён отправились в личную поездку. Эта одежда в Корее называется образ мама и папа. То есть они в таком образе вместе отправились в путешествие и сделали приватную фотосессию. Какой довольный и счастливый, что Тэхён на него смотрит. Как игривый язычок высунул. Ну а оргтолпы на высоком уровне, даже кое-кто откинулся там от счастья по ходу.
5 место. Тэхён – такая дразнилка. Когда Тэхён однажды сказал участнике и Чангук, он именно это имел в виду. Четвертое место. Забота. Чангук всегда готов помочь Тэхёну. Помните этот милый момент, когда Чангук кормил Тэхёна креветочками? Этот стесняшка Чангук, прячущийся за спиной своего бойфренда, когда парни звали проходящих людей на свой концерт. Такие теплые чувства до сих пор вызывает. И какой же шикарный мужик вырос, боже мой. Третье место. Новости. Медицинские медиа дают советы, как здорово набрать массу на примере Тэхёна. Что мне делать, чтобы набрать массу, как Тэхён? В чем был секрет? Тэхён, который в настоящее время служит в армии, с его накачанным внешним видом сертифицирован как настоящий мужчина. В чем же секрет? Тэхён преуспел в здоровом наборе массы во время службы в армии. Мы не знаем его секретов, но можем кое-что подсказать. Необходимы регулярные физические упражнения и соблюдение диеты. Расслаблять мышцы до и после тренировки. Сбалансированное питание и употребление аминокислот. Девять лет назад Тэхён явно нарывался, используя голову Чангука вместо теннисного мячика. Фанат пишет о том, что в переулках Сеула можно встретить много милых рисунков, посвященных творчеству группе, и вот один из них. Смотришь, и сразу так тепло на сердце, невзирая на то, что песни зимние. Тонкая химия понятна без слов. «Love Me Again» была упомянута во французской книге «Унгите пур территрува» Морган Манкомбл как песня для создания атмосферы романа. Лайова еще раз доказывает, что он не только для меломанов, но и для любителей искусства и культуры в целом. Ни дня без разборок. Фанаты возмущены тем, что тег «Золотой Макне» начали использовать фанаты других групп. Что это за бред? «Золотой Макне» — это название, придуманное Намджуном для Чангука из-за его таланта быть идеальным во всем. Вы все не можете назвать ни одной дюжины золотых Макне, которые даже не умеют писать или петь, и которым в основном не хватает оригинальности.
Чонгука заметили в фотосалоне. Креативный рекламный ход, однако. BTS проложили путь. Первым у нас был Чонгук на чемпионате мира в Катаре в 2022. Теперь мы увидим, как Джин будет представлять свою страну на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сила и значимость BTS находятся на другом уровне. Они, несомненно, были рождены, чтобы творить историю. Честная реакция Чонгука на его парня. Какой милый рюкзачок у Чонгука. Как Чонгук умудрялся петь и пританцовывать с Тэхёном на спине. У Джина на руке браслет Fred Force 10, созданный в сотрудничестве со Special Olympics, крупнейшей в мире спортивной организацией для детей и взрослых с ограниченными интеллектуальными возможностями. Часть доходов от продажи браслета будет пожертвована в организацию для обеспечения тренировок детей и спортсменов в 172 странах. Они не могут не касаться друг друга. Тэхён сказал: «Когда-нибудь я хочу провести небольшую выставку. Может быть, когда мне будет за 40. В далеком будущем. Я думаю, если я это сделаю, это будет очень трогательный момент. Выставка, где самое прекрасное искусство — он». Клип Чонгука с Ашером в ТикТоке набрал более 104 миллиона просмотров. Вайбы Тэхёна. Да он провидец, читает наши мысли. Уровень моей стрессоустойчивости. Я выжил после такого Тэхёна с Black Swan. Иногда возникает вопрос, действительно ли он настоящий. Настолько прекрасен.
Новые фото Тэхёна для Compose Coffee. Клип Чангука на песню Seven превысил 400 миллионов просмотров. Количество просмотров клипа, вышедшего в июле 2023 года, в декабре прошлого года превысило 300 миллионов просмотров, а примерно за 6 месяцев прибавилось еще 100. Музыкальный клип на Seven имеет сюжетную линию, похожую на кинофильм. Чангук всю неделю усердно старается доказать свою любовь возлюбленной, и видео заканчивается сценой, где они идут рука об руку, оставляя неизгладимое впечатление. Будь здоров, Ким Тэхён, и не снеси половину Кореи своим мощным чихом. 어떻게 지나갔는지 8년 동안 했던 수많은 분에게 그 감정을 느끼고 뭔가 에너지 시켜먹는 배달 음식 가들이나 한번 하고 싶다는 생각이 and the Instagram. 내가 태그를 거네. 제가 세계 최초로 이런 상황 지금 하니까 어마어마하는 거죠. 야 우리 같이 자기가 숨긴 거 한번 찾아볼래. So short. Новая фоточка Чангука от фотографа и журналиста Кайл Стивенс в Твиттере. Тэхёна запомнит, как Пола Маккартни, бывшего участника группы Beatles, который в мгновение ока создает прекрасные мелодии. Он станет главным героем более масштабной истории, а не просто как участник группы. Мне очень нравятся песни и клипы Чангука. Майкл Джексон заметен во всех его движениях. Я просто думаю, что он великолепен. Тот, как Тэхёном и Чангуком восхищаются легендарные люди и их сравнивают с глобальными артистами всех времен, такими как Пол Маккартни и Майкл Джексон, говорит об уровне их творчества уже сейчас и глобального признания в будущем. А для нас, их фанатов, это наибольший флекс. Что-то на миленьком. Ветеран южнокорейской сцены Ли Сын Чхоль, известный как император живых выступлений Кореи и бог вокала, выбрал Чангука как молодого исполнителя, который привлек его внимание в последнее время и отметил, что песня Seven очень хороша, а у Чангука прекрасный голос. Вы там не заскучали? Тогда Тэхёна вам для настроения. Помните слова Чангука и Тэхёна о том, что они играют до поздней ночи, а засыпают на рассвете? Мы узнали, что они играют в It Takes Two, игру, рекомендованную для парочек, где в конце главный герой целуются. Тэхён выложил Instagram Stories, где можно было заметить два контроллера от PS5. Забавно, что в набор входит только один контроллер. Но добивает не этот факт, а то, что Тэхён и Чангук выложили посты в Instagram в 6 утра. Пост в Инстаграме Тэхёна с подписью «Кажется, что взойдет очень красиво солнце. У меня болят пальцы», которые он потом поменял на эмоджи. И сторис в Инстаграме Чангука с рекомендацией песни под названием It Takes Two, которая соответственно повторяет название игры. Друзья, сегодня такой прекрасный день, хорошенько отдохните, сходите на природу, например. Это милая привычка Чангука.
Чангук не может спокойно стоять рядом с Тэхёном. Армейские повара и кое-что об армейской кухне. В 2021 году на странице Фейсбука был опубликован снимок с порцией еды, которую раздали солдатам одного из батальонов. Надо сказать, что вообще фотографировать такое запрещено, тем более выкладывать. Но снимок появился, и это послужило поводом для массовых негативных комментариев солдат и их родственников, а также для разбирательств и возмущений. Результатом армейского кулинарного кризиса явилось то, что в 2021 году Министерство национальной обороны объявило политику питания на 2021 год, а также объявило о выпуске коммерчески доступных продуктов и добавлении 24 новых позиций в меню. Были полностью расторгнуты частные контракты с сельскохозяйственными, животноводческими кооперативами и группами ветеранов, которые должны были поставлять продовольствие до 2025 года, и внедрен конкурсный метод отбора. Кроме того, в марте 2023 года Министерство обороны Южной Кореи оповестило о новой программе модернизации общественного питания. Было разработано новое меню, которое в большей степени учитывало пристрастия солдат и позволяющее воинским подразделениям самостоятельно выбирать блюда при условии, что они покрывают потребности в питании и находятся в рамках бюджета. Также сняли ограничения на обязательную норму потребления продукции животноводства в рамках бюджета. Сократилась выдача обычного молока, которое не пользуется популярностью, и больше стали выдавать ароматизированного. Также появились соевое молоко и соки. При этом, к сожалению, каждое официальное выложенное на форумах и в блогах фото с едой вызывает массу критических комментариев и саркастических высказываний. И те, кто служил и служит, пишут, что это специальные фото, а еда, которую ели и едят, очень отличается. И вид не тот, и вкус не тот, и содержание, и количество тоже не то. Так что при всех заявленных изменениях проблемы с армейской едой существуют. Справедливости ради надо сказать, что они очень разнятся в различных подразделениях. Почему так? Финансирование. Больше финансирования получают приграничные подразделения. Соответственно, у них больше закупок, они более разнообразны. Кроме того, возможна покупка кухонного оборудования и поддержание его в рабочем состоянии, что облегчает значительно работу поваров. Размер подразделения. При готовке на большое количество одновременно сложно контролировать качество и порции. В некоторых подразделениях опоздавшим может не хватить продуктов, содержащих белок, мясо. Однажды в Нансане сгорел рис. Солдатам сказали, что нет другого выбора, как есть горелый, поскольку в целом риса осталось недостаточно. Невозможно использовать ингредиенты такие, какие хочется. Используются они по мере поступления из распределительного центра. Существует правило, что быстрее поступило, то быстрее вышло. Недостаточное время для приготовления. Приходится готовить огромное количество еды за ограниченное время. Но тут оговоримся, что это зависит также от размеров подразделения и от количества поваров. Готовят солдаты без особых навыков. Пока они чему-то научатся, наступает время увольнения и приходят новые. Кто же готовит на армейских кухнях? Все зависит от рода войск и подразделений. Есть даже такие благословенные места, где готовят нанятые аджумы и в помощь им солдаты. Но в подавляющем большинстве случаев готовят солдаты. Есть 4 возможности попасть на армейскую кухню. На должность армейского повара подаются заявки до начала службы. Это делают те, кто уже учился в кулинарных колледжах и кулинарных школах, кто имеет лицензию или кто имеет опыт такой работы. Подразделения поваров стараются укомплектовывать хотя бы частично таким образом. Очевидно, что солдат с таким апгрейдом недостаточно и чаще попадают в столовые штабов. Там, кстати, столовая для начальства и солдатская столовая объединены, и солдатам очень повезло в плане качества и количества пищи, или в столовые для офицерского состава. Но кто-то приходит служить и в солдатские столовые.
С января 2023 года расширен объем поддержки армейских поваров. Раньше подавать заявки могли только те, кто специализировался в кулинарной сфере, а также те, кто получил квалификацию или лицензию, но это правило было значительно изменено. Поэтому, независимо от того, есть у вас квалификация или нет, если кулинария является вашим хобби или интересом, можно подать заявку. Кандидаты без квалификации или соответствующего опыта теперь могут пройти специальную подготовку и работать поварами после призыва на военную службу. Помимо этих солдат, кулинаров в повара могут отобрать просто так, без особого желания служащего, при недостатке поваров, практически принудительно. Ну и кто-то может попроситься сам после учебки. Однако таких немного. У тех ребят, кто не имеет отношения к кулинарии, большого желания служить поваром нет, эту службу стараются избегать. Номер специальности армейского повара 231 107. Подъем в 5 утра. Рабочее время не менее 10 часов. Окончание рабочего времени в 8, в казарму невозможно попасть раньше 8. Работают в выходные и праздничные дни. В эти дни подается более простое меню, и повара могут быть выведены в смены. Предоставляется утешительный отпуск на 3 дня каждые 3 месяца. Освобождаются от несения караульной службы, посты охраны и дежурств. Не участвуют в перекличке. Практически не участвуют в военной подготовке, возможно, изредка тренировки на стрельбище. Период обучения бывает и на 2-м году. Почти не носят боевую форму, носят рабочую. Какие неоднозначные знаки и намеки? Тэхён сел на колени напротив Чангука и взял его за руку, чтобы закомфортить. Земля вызывает Тэхёна. Улыбка и причина улыбки. Я не в порядке из-за этого видео. Чангук сказал: «Мне нужна вода». Тэхён сказал: «Мне нужен огонь, но он уже у меня, Чангук». Пара, которая идеально дополняет друг друга. Второе место. Это так интимно. Тут мне нужна помощь физиогномистов, чтобы прочитать субтитры на лице Чангука.
Однажды Чангук сказал о Тэхёне: «Ты выглядишь так красиво, когда ни о чем не думаешь». Первое место. Просто Чангук нежно целует Тэхёна в затылок в его день рождения в аэропорту. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.